Привет, друзья, с вами Алекс из Китая, и сегодня мы увидим главную часть Гонконга с его небоскребами. Гонконг, или, как его еще называют, Сянган, специальный административный район Китая, в котором действует своя валюта, свои визы и правила. Территория Гонконга – это не только одноименный остров и полуостров Калоун, но еще и 260 островов, большая часть которых мало известна, а часть и вовсе необитаема. Туристы нередко останавливаются в городе на несколько дней по пути на Филиппины, Тайвань, Индонезию и другие страны Юго-Восточной Азии. Самая интересная часть истории страны началась с 1860 года, когда Гонконг стал британской колонией, но тема эта настолько интересная и запутанная, что заслуживает большого отдельного рассказа. На мой взгляд, в Гонконге всегда хорошая погода, а уж если идут дожди, то, как правило, сильные, но проходят быстро. Впрочем, даже если с утра зарядил дождь на целый день, в Гонконге всегда есть чем заняться. Кстати, гонконгцы считают, что в сезон дождей город гораздо красивее, да и дышится легче. I'll say it again, pain. Will you return it? I'll say it again, pain. Will you return it? Will you return it? I'll say it again, pain. Will you return it? I'll say it again, pain. Гонконг – зона беспошлинной торговли, то есть можно сразу забыть про всевозможные текс-фри и наслаждаться шопингом по полной программе. Здесь есть шопинг на любой вкус, и рынки Гонконга, где можно купить подделки, и дорогие бутики всех известных мировых домов мод. Остается только выбрать, что вам ближе и интереснее. В Гонконге представлена кухня со всего мира, здесь без труда можно найти как традиционную китайскую кухню, так и итальянские, японские, вьетнамские, и даже турецкие рестораны. Если вдруг азиатская кухня не про вас, то всегда можно поесть в европейском ресторане или кафе, правда цены в таких местах довольно высоки. Ночная жизнь в Гонконге насыщенная, можно отправиться на прогулку по ночным достопримечательностям, а можно зависнуть в баре, чтобы выпить парочку коктейлей и потанцевать. Для любителей романтических вечеров огромное количество баров с потрясающим видом на ночной город. Гонконг – это не совсем Китай. С 1997 года по 2047 год ему предоставлена широкая автономия. Этот факт регулируется совместной китайско-британской декларацией и основным законом Гонконга. Если коротко, то охарактеризовать отношения между Китаем и Гонконгом можно фразой «одна страна, две системы».
Фактически гонконгцы оставляют за собой контроль над законами, полицией, финансовой системой, налогами, вопросами иммиграции, а китайцы заботятся о вопросах обороны и внешней политики территории. При этом Гонконг сохраняет право в международных организациях и мероприятиях как независимое государство. В Гонконге два официальных языка – английский и китайский. При этом материковые китайцы далеко не всегда могут понять жителей Гонконга, потому что гонконгцы говорят на кантонском диалекте китайского языка, который большинство жителей Китая не понимают, особенно молодежь. Гонконг входит в список городов, где очень дорогая недвижимость, но факты про жилье не ограничиваются стоимостью квадратного метра. В Гонконге находится самый дорогой в мире дом, он располагается в престижном районе на пике Виктория, на улице Барки-Роуд. Цена за квадратный метр $250 тысяч, площадь – более 900 квадратных метров. В доме 4 спальни, бассейн, сад, терраса на крыше и гараж для 2 машин. В 2015 году его купил Джек Ма, основатель Alibaba Group, который находится на 18 месте среди самых богатых людей мира.